Друзья, всех приветствую на канале, и в этом ролике мы рассмотрим лучшие точки для клёва на озере Комарином, Лосином, Вьюнке и Старом Остроге. Все эти точки я лично проверил, и я думаю, для новичков, таких как я, кто любит фарм, кто хочет больше серебра, кто ловит на этих водоемах, я думаю, для вас это видео будет очень полезно. Ну, начнем давайте по порядку с озера Комариного. Наша всеми любимая точка 8787. Вот здесь она находится, если что, тут можно ловить уклеечку на поплавочное удилище. Если что, вот такие вот снасти, вот такие у нас наживки на уклейку. Спуск поплавка 18 сантиметров. Ну, то есть наживка муха, размер крючка крошечный. И, пожалуйста, уклейка просто пулеметом там клюет. Ну, а ночью на этой же самой точке 8787 отлично тоже ловится ёршик. На ерша снасти следующие. Тоже вот крючок крошечный, червь навозный. Тоже на этой точке вот отлично ловится. Ну, это все понятно, да, точка 8787 всеми любимая, всеми известная. Но на озере Комарином, еще вот мы на стриме все это дело обсуждали, сказали, что есть мега имбовая точка на ротана для новичков 5675. И на этой точке 5675 якобы клюет капец как сильно ротанчик. Ну, если честно, друзья, я проверил эту точку. Мы там на стриме прям половили. Ротан действительно есть, но клев вообще не убийственный, а местами вообще его практически не было на этой точке. Поэтому эту точку я не рекомендую. Там вот если в каких-то пабликах где-то вы видите, там на самом деле нет никакого клева. Ну, а если кто-то все равно хочет проверить, если что, то глубина 90 на этой точке. На поплавок у нас крючок средний и наживка кусочки рыбы. Вот, и это еще не все, друзья. Еще у нас есть одна точечка. Вот на стриме у нас человек на этой точке тоже со мной вместе параллельно ловил. И он сказал, что тоже у него не клюет. Но он ушел на другую точку. И эта точка была 4678. А на точке 4678 у него начался огромный клев. Все те же наживки, все те же снасти. 46-78, друзья. Вот здесь ротан клюет намного лучше. И еще трофейного ротана там у нас этот игрок закрыл. Я лично эту точку не проверял, но вот по его словам там такой клев был. Но мы это обязательно на стриме проверим. Ну, что касается Комариного, пока все. Если какие-то знаете еще интересные точки, пишите в чат, в комментарии точнее. А мы переходим к локации озера Лосино. Вообще бы не сказал, что тут мега какой-то офигенный клев присутствует на этом озере, но такой, знаете, водоемчик со своей атмосферой, все-таки он американский, и здесь чисто так для души как бы тут можно половить. Ну, начнем с точки 6593, вот здесь вот я ловил кучу вот этих страшнейших рыбёх, ну, то есть тут все подряд, все, что тут есть, все тут ловится, и солнечники, синежаберные вот трофеи, все здесь ловится. Я ловил на поплавочку, размер у меня был крючка и крошечный, я пробовал, и большой я ставил. А по наживке это был червь навозный. Глубина примерно 80-90 плюс-минус. При удилище закидываете, и тут достаточно, кстати, часто клюет, но рыба не особо дорогая. Вот, что еще касается Лосиного. Я вот перед записью видео нашел еще одну интересную точку на этой карте. Точка у нас 104.73. Вот эта точка, друзья, 104.73. И здесь человек поймал солнечника синежаберного трофейного. Вот здесь трофей на этой точке вводится. Ловил он также все на поплавочку. Размер крючка был средний, шестерочка. Наживка была личинка по денке. Ну и, кстати, довольно-таки тут вообще офигенное место для клёва. Смотрите, вот в садке сколько было рыбёх. Ну и плюс трофейный солнечник. Что касается, друзья, озера Лосиного, пока все. Перемещаемся на Вьюнок. А на Вьюнке у нас очень интересная обстановка. На самом деле присутствует. Во-первых, вот точка, кому нужны уклеечки, да, кому нужен елец. Это точка, ну, 73-85 примерно. Вот здесь вот ловится на поплавок и елец, и уклеечка. То есть тоже по наживкам, по снастям это поплавок. Если уклеек, конечно, лучше муха. Но если нужен елец, то это кастер. Кастер наживка, крючки крошечные, глубина 18 сантиметров у крючка. Вот, кто хочет еще уклеек, вот кому Комариного не хватает, я открыл для себя точка, в общем, 99-120, 98-120 примерно вот эта точка, вот здесь с такими же параметрами ловится куча уклеек, там и караси бывает, и плотва там водится. Но самое интересное, где были трофеи? Это точки, друзья, 120-123 и точка 110-125. Плюс-минус. А на этих точках у нас поймались ерши
Ерши на Сари трофейные. Ну, во-первых, это да, ночью вот на эти точки нужно идти. 110-125. По наживке это донка у нас. Крючок крошечный на обычного червя навозного. Клипс, если что, 10. На этой локации, вот да, Ерш на Сарь 110-125. Трофейный попался. И причем это неоднократно. На стриме со мной тоже параллельно люди ловили. Тоже на этой точке умудрились поймать Ерша на Саря трофейного. Но у меня лично, я не знаю, как это работает. У меня лично тут лучше всего клюют лещи. Я не знаю, как это работает. Я все 3 донки ставлю тоже на такие же параметры. Крючок крошечный, червь навозный, клипса 10. Закидываю, и у меня все время лещи клюют. Я не знаю, как это работает. Попробуйте эти точки. 110-125 и 120-122, 119-123. Ну, в общем, вот этот вот бережочек 120-122, наверное, даже лучше. Вот здесь примерно в этих точках тоже ерши на Сари у народа ловится, клюет. Но у меня лично, опять же, все лещи тут почему-то. Кто ищет лещей, на эти точки ходите. Все говорят, ерши на Сари, у меня лещи. Ну и Старый Острог, друзья, локация. На Старом Остроге, вот прям на стриме проверяли точку 52-32 на леща. Охотились мы. Там даже приман, кучу приманок я забрасывал. И прям вот советовали, что это мега-мега крутая точка для фарма, вот для лещей, для новичков. Мне говорили, Ник, зачем ты эти уклейки ловишь? Иди уже на леща, пора на леща идти. И что вы думаете? Ну, мы где-то час там реального времени провозились. Вообще мертвая точка. Не знаю, может быть, она раньше была крутая. Ну, вы скажете, ну ты, наверное, не те какие-то снасти ставил. Нет, все то я ставил. Плюс меня в чате консультировали, что нужно ставить. Леща мы ловили на крючки большие. По наживке у нас было тесто чесночное. Плюс для разнообразия там ставил и тесто творожное, и червяка мы ставили. Ну, в общем, в основном ловили на тесто чесночное, клипса 10. И вообще, на самом деле, на этой точке клёва практически не было, к сожалению. Ну, естественно, прикормку мы еще забрасывали. Не знаю, как эта прикормка называется. Вот такая прикормочка. Поэтому, если кто-то будет ловить на этой точке, не тратьте время. Лучше идите на точку другую. Есть тут замечательная точка 9.50 на этой карте Старый Острог. Говорят, что на 9.50 очень крутой клев на леща. Вот там он как пулемет прям летит. Но я лично не проверял. Это все вот в чате сообщения были. Но мы эти вот точечки проверим обязательно на стриме. Поэтому, друзья, на трансляцию заглядывайте. Вот такая небольшая сводочка по начальным водоемам для новичков. Надеюсь, вам этот ролик был полезен. Ставьте обязательно лайк огромный на этот ролик. На канал подписывайтесь. Дальше будет больше. Как только какие-то имбовые точки буду узнавать, сразу ролик на канале будет появляться, друзья. Подписывайтесь на канал, а мы на стриме будем проверять на Остроге 9.50 точку с лещом. И на Комарином еще проверим 46.78 точку на Ротана, где ребята поймали трофеи и где идет очень хороший клев и фарм серебра. А я всех благодарю за просмотр.